Намаскар. Нам кажется, что мы очень рациональные существа. Очень рациональные, очень разумные. Но на самом деле мы очень эмоциональные и очень сентиментальные. Поэтому очень многое в нашей жизни зависит от настроения. Если у тебя есть настроение делать уборку дома, вот пришло настроение, ты проснулся и ты ждать не можешь. Хочется тебе взять, все вымыть, вычистить. Ты сделаешь это быстро, эффективно и с удовольствием. Если нет настроения, это может растянуться. Бывает, что люди ремонт делают, и год этот идет, люди уже все сдались. Мы никогда этот ремонт не доделаем. Нет настроения. Настроение нужно на все. И на медитацию тоже нужно иметь настроение. Если мы такие разумные существа, то нам следует пользоваться пониманием вот этой нашей сентиментальной натуры. Сегодня я объясню практику. Это одна из моих самых любимых практик, потому что она очень романтичная, она очень глубокая, она очищает твой внутренний мир, она очищает внешнее пространство. И эта практика подготавливает тебя должным образом к медитации. Она создает настроение. Один мой друг, он говорит, мы встречались с ним и проверяли уроки. Когда я учу личным урокам, время от времени, раз в полгода, раз в год, мы встречаемся и делаем обновления, для того, чтобы убедиться, что практика делается как следует. И более глубокое понимание передается студенту. И мы с ним обсуждаем, он то, все, хорошо, медитирую, моя жизнь там, супер, я всем доволен. Но говорит, почему ты меня не научил петь мантру перед медитацией? Я говорю, как же я тебя не научил? Я тебя научил, это первое, чему я тебя научил. Он, нет, ты не настоял. Я говорю, ясно, извини. Он говорит, а сейчас, он небольшой начальник, там у него человек 300 в подчинении, и постоянно какие-то заботы, тревоги, то есть ты думаешь о своем коллективе, ты думаешь о своих проектах, о том, о сём. И он говорит, постоянно, когда я сажусь медитировать, у меня очень-очень много мыслей в голове. И мне приходится тратить 20 минут. Сижу, и через минут 20 у меня только-только начинается концентрация. Но сейчас я прихожу домой, я беру гитару, я пою 10 минут, я сажусь, любо-дорого. Сижу, медитирую, все у меня расставилось по полочкам, у меня хорошее настроение, я нахожусь в спокойствии. Вот это создание настроения, открыть поток эмоций, это мантра медитации, динамическая форма медитации. На этом уроке я не буду объяснять полную версию этой медитации, я объясню только начало, о важности пения. А в следующем уроке будет завершенная форма, она называется лалита мармика. Лалита мармика, танец внутренней красоты. То есть вместе с пением будет использоваться движение тела. И это вообще очень-очень-очень эффективно. Итак, пение. Когда ты поешь, что происходит? Твой разум должен сначала создать эти вибрации звуковые, для того, чтобы их выразить. То есть сначала ты должен произнести мантру внутри. Твой ум должен принять форму вибрации мантры. Потом ты это испускаешь наружу, ты поешь, и ты слышишь. И опять твой разум должен принять форму вибрации мантры. И это очень эффективная вещь. То есть помните, о чем ты думаешь, тем ты становишься. И здесь твоя читта или вещество разума дважды принимает форму вибрации мантры. Дальше, когда ты поешь, ты задействуешь вот этот центр, вишудха чакра. Вишудха — этот центр, когда он развивается, у человека развиваются все его способности. Его интеллектуальность, его рациональность, его интуиция. И тот, у кого развитая вишудха чакра, у него много последователей. Люди идут за такими людьми, потому что в нем есть особенная сила. И я заметил, что действительно вот это пение мантры, когда ты постоянно мантру поешь, во-первых, твой голос улучшается, он приятный становится. Во-вторых, человек начинает обретать специфическую харизму. Некоторые из моих друзей, они когда начинают петь, я не знаю, я чувствую какую-то такую
глубину и такое интенсивность, что ли, вот красоты личностной. Вот. И это так не было. То есть я знаю их с самого начала практики, и вот они уже там по 8-10 лет практикуют, и сегодня я их вижу. И сегодня многих людей, вот, которые начали какое-то время назад медитировать, сегодня я вижу, и это как струящиеся потоки света. Ну, по крайней мере, своими глазами я это воспринимаю. Я не знаю, как остальные это видят, но я это вижу, и меня это очень сильно вдохновляет. Вот. Пение мантры – чрезвычайно полезная практика. Мантра используется универсальная Баба Нам Кевалам. Баба Нам Кевалам. А можно, когда ты поешь, можно делать такую идеацию, то есть создавать идею, когда ты поешь Ба, произносишь первый слог, ты медитируешь, то есть в дополнение к основному значению мантры, высшее сознание – это все, что есть. У тебя есть дополнительная идея, где ты медитируешь, что я пересекаю порог мистического мира. Я пересекаю порог волшебства. И когда ты Баба Нам Кевалам Ма, твоя идея такая, что я выполнил свою работу там, и теперь в следующем Ба я открываю новые, более глубокие ворота. И вот так вот ты движешься в мир волшебства. Что такое сознание? Сознание – это не интеллект. Когда ты просто проговариваешь мантру Баба Нам Кевалам, и ты думаешь, высшее сознание – это все, что есть. Это еще не сознание. Это интеллектуальное, это самая такая дальняя версия приближения к сознанию. Сознание – это чувство чуда, это чувство волшебства. Вы все это испытывали, когда вы были маленькие. Приближается Новый год, и там вот елку украшают вот эти игрушки. На улицах, магазины, все светится, все в гирляндах. И у вас было это ощущение чуда, было это ощущение волшебства. Вот это вот сознание. И когда ты приближаешься к высокому состоянию сознания, вот это волшебство, оно начинает наполнять и пропитывать всю свою жизнь. Что бы ты ни делал, ты едешь в поезде, и ты чувствуешь момент. Это особенный момент. Здесь есть волшебство. И в идеале, то есть, когда вот это волшебство появляется, тогда медитация становится очень эффективной. В идеале, чтобы у нас в каждой медитации, это как свидание. То есть, я иду на свидание с волшебством. Я иду на свидание с миром мистицизма, божественной реальностью. Да, вот с этим ощущением ты приходишь, и потом ты садишься. Я когда начинал медитировать, но в то же время не было интернета. И материалы, аудиоматериалы, видеоматериалы, этого не было всего. Но где-то как-то я достал, это называется достать в то время, достал кассету с альбомом. Было записано несколько композиций, 6 или 7 композиций мантры. И вот я включал их на свой магнитофон и пел. Это было невероятно восхитительно. Это было действительно каждый день, я прям ждал этого момента, как ночь наступает, я все двери закрою, шторы закрою и пою. И потом я сажусь и медитирую, и так глубоко, так здорово. Поэтому я вам рекомендую начать практиковать мантру. Баба Нам Кевалам означает, Баба означает источник, высший отец, высшее сознание. Нам значит форма, проявление. Кевалам значит только. Существует только форма, только проявление, только имя высшего. Что это за трава? Трава – это имя, это форма высшего сознания. Баба Нам Кевалам. Существует только форма проявления высшего сознания. Также другая интерпретация есть. Баба Нам Кевалам. Нам – это имя или звать. Я зову только высшее сознание. Я зову только его, только он. Во мне ничего не осталось, кроме взывания к высшему. Я жду его всем своим существом. Вот это Баба Нам Кевалам. И вот ты пропеваешь и медитируешь, что внутри тебя божественность, божественное сознание, высшее сознание. Мне так слово божественность нравится.
божественное. Для меня в нем, в этом слове сочетается все великолепное, ослепительно прекрасное. И вот внутри вас это божественное, снаружи вас тоже. Попробуйте прочувствовать, что на самом деле оно всегда рядом с вами, повсюду вокруг вас, внутри вас. И вот вы поете. И постепенно медитируйте, по мере того, как вы поете, медитируйте, что вы растворяетесь. Остается только вот это, запредельное. Ну и все. Перед медитацией 5 минут, 10 минут, 15 минут, сколько хотите, поете, а потом садитесь медитировать. Ваше домашнее задание будет петь хотя бы несколько минут перед каждой медитацией, наблюдать за своими ощущениями. Сначала просто начните петь, потом начинайте чувства вкладывать. Превратите это как в свидание, да, с Высшим. Он вокруг вас, вы поете для Него. Он поет для вас. И вы соединяетесь в одно целое. А потом медитируйте. И зафиксируйтесь для себя, улучшается ваша медитация или нет. Я знаю, что некоторым даже не нравится эта практика. Пение вот это, зачем это нужно? Какая-то странная практика. Но тем не менее, когда они делают, они все равно отчитываются, что моя медитация все равно улучшается. Мой мастер сказал так, он говорит, когда люди поют мантру, они получают пользу. Когда люди поют мантру, и кто-то в пространстве присутствует, кто не поет мантру, вот те люди, которые не поют, они тоже получают пользу. Когда кто-то поет мантру, и есть в пространстве люди, которые не поют, и даже им это не нравится, они тоже получают пользу. Вы заметите, что атмосфера в доме, в комнате, она формируется энергией, да, которую люди излучают из себя. И мантра – это очень, вот эта практика пения мантры, это очень могущественная энергия. Вот эта волна, вот эта вибрация, которая создается, она изменяет пространство. Вы попоете там вот час, спойте мантру, пространство вообще по-другому задышит. У меня много-много историй, много-много случаев, когда вот происходил вот этот перелом. И также вот, допустим, у нас в центре мы делали пение мантры 5 суток подряд. И мы делаем это каждый год, без остановки. И там, когда ты заходишь в это пространство, оно все пропитано счастьем. Очень сильный эффект имеет мантра на пространство. Так что практикуйте 2 раза в день перед медитацией, хотя бы несколько минут. Ну и в течение всего дня пойте. Пойте. Когда есть свободная минутка, пойте. И сейчас давайте вместе попоем. Я, конечно, не ахти исполнитель. Вот. У нас есть на сайте будут материалы, то есть какие-то для свободного скачивания. Есть там также альбомы можно приобрести. Вот. Вы пользуйтесь этими материалами, пожалуйста. То есть сначала можно просто включать альбом, студийный, хороший, очень красивый, и петь вместе с ним. Вот. Ну а потом, если вы вдруг овладеете инструментом или сами хотите петь, так тоже можно. Закройте глаза и примите эту идею, что внутри вас, снаружи вас высшее сознание, волшебство.